Всем привет! Меня зовут Наташа Васильева, это мой канал на YouTube, и сегодня я хотела бы поговорить с вами об очень конкретных вещах, которые изменились в Америке с приходом администрации Трампа. У меня просто мороз по коже, когда я вижу, как людей вокруг меня одного за другим то, что происходит, касается лично. И опять же, я вам напомню, прошло 2 месяца. Да, прошло 2 месяца, неполных. И уже сейчас, например, муж моего менеджера работает в организации, которая называется Children.org. Да, это огромная интернациональная организация Children International, которая помогает детям по всему миру. Это не американская организация, но в Америке у них был большой офис. И частично они получали свое финансирование от USAID, международная программа помощи гуманитарной, которая была свернута. И я помню, буквально на 2-й неделе после того, как Трамп пришел к власти, мой менеджер сказал, что его мужа отправили в неоплачиваемый отпуск. Большую часть штата сократили сразу, и они вообще не понимали, что с ними дальше будет. При этом это люди, действительно, которые горят своим делом, да, то есть это люди, которые знают этих детей, да, знают эти комьюнити, с которыми они работают. И это чаще всего не дети в Америке, чаще всего это дети в других странах, где условия намного хуже. И да, ну вот недавно я узнала, что вроде как им удалось сохранить американский офис, то есть они думали о том, что, возможно, его придется прям полностью закрыть. Они сохранили вроде как где-то 1/3 штата. Ну и вот сейчас они поняли, что вроде как они могут работать. Без этой американской программы 1/3 штата может работать. И его муж, собственно, вышел на работу сейчас. Но, опять же, это не значит, что так оно и будет продолжаться дальше. Непонятно. На моей групповой терапии, я немножко рассказывала о групповой терапии, намного больше я рассказываю в Телеграме, если интересно, переходите. У меня есть 2 девушки. Одна девушка работает на государство, она PhD-океанолог, климатолог-океанолог. И в Америке есть такая организация государственная, называется National Oceanic Association, NOAA. Вот она, собственно, там работает. И она каждый раз приходит и говорит о том, что она не знает, будет ли у нее завтра работа. То есть они были одними из тех, кому прислали письма счастья о том, что вы можете уволиться по собственному желанию и получить там выходное пособие, довольно приличное, по-моему, до сентября им предлагали оплатить их зарплаты, если они сейчас уволятся по собственному желанию. И я знаю, что довольно много государственных сотрудников уходит сейчас. Вот. Но она такая, как бы, она принципиальная, она говорит о том, что работа, которую она делает, она действительно очень важная, с точки зрения, как минимум, наблюдения за изменениями климата и за изменениями в океане, потому что, ну, возможно, те, кто уже не живет в Америке, вы не знаете, но здесь постоянно происходят какие-то природные катаклизмы, это очень важно. И отслеживание, допустим, океана важно, чтобы предсказывать цунами, шторма и прочие вещи. Вот. Ну и, собственно, она такая боевая, она говорит, я не уйду по собственному желанию точно, я буду здесь до последнего, пока вот меня не выгонят, я отсюда не уйду. И я вижу, в каком состоянии она находится. И я понимаю, что это действительно очень важная работа, которая разрушается. Да, то есть понятно, что в Америке в государственных структурах огромная бюрократия, да, и там действительно есть проблемы, там есть что решать, да, там есть где повышать эффективность. Но это не значит, что нужно все сломать, чтобы что? Чтобы больше людей погибало во время штормов, во время, ну, вот в этот период, пока
мы не построили что-то новое, да, мы просто сломали старое, и мы не построили ничего нового. Вот. У меня есть другая девушка на групповой терапии, которая адвокатка. Она работает над законодательством на главного прокурора штата Вашингтон. И ее главный фокус — это домашнее насилие и поддержка жертв, переживших сексуальное насилие. Она говорит о том, что весь прошлый год она работала над законопроектом и над грантом. Грант, причем, по государственным меркам какой-то минимальный, по-моему, $5 миллионов, что-то такое. Средств, которые пошли бы на поддержку жертв насилия, на психологическую поддержку, на укрытие для них и прочее, и плюс на ужесточение закона. Она работала над этим грантом, и, собственно, вот в конце прошлого года все было готово, все было обговорено, все было подтверждено много раз и так далее, и вот в начале этого года должны были выделить это финансирование. И она была уверена, что финансирование будет выделено 100%, то есть все одобрения были получены. И в какой-то момент, опять же, мне кажется, в начале февраля она приходит и говорит, что все, мне просто одним днем закрыли весь этот грант. И я вижу, что она просто сидит и рыдает, потому что она говорит, я знаю этих жертв насилия в лицо. Мы с ними проводили интервью, чтобы понимать, что этим людям нужно. Да? Я знаю многих из них, я знаю их истории. И эти люди рассчитывали на эту помощь. Понятно, что на эту помощь рассчитывали и многие другие люди, но она знает их лично. Еще один пример. У нас есть друг близкий в Нью-Йорке, который здесь по беженству переходил мексиканскую границу и, собственно, был в ожидании своего суда. Его суд был назначен на апрель этого года. И вот недавно он узнает, что суд отложен, причем ему повезло, ему отложили суд на октябрь, перенесли суд на октябрь. Но я знаю, здесь у нас тоже есть ребята-беженцы, которым повезло, у них суд прошел в декабре, и у них все хорошо. Но они рассказывают, что они общаются тоже в чатиках, и очень много людей, у которых вот-вот должен был быть суд, там в январе, в феврале, собственно, после инаугурации, которым сейчас этот суд переносят, и переносят им этот суд на 3 года вперед, на 28 год. И вроде как все бы ничего, да, то есть ты просто продолжаешь жить в этом статусе в ожидании суда, в легальном статусе в ожидании суда. Но первое, никто не знает, что будет через 3 года и как поменяется законодательство. Второе, как я уже говорила, нет четкого определения для Трампа, кто такой нелегальный иммигрант. Для адвокатов есть, для Трампа нет. И третье, все это время, пока беженцы находятся в ожидании суда, они имеют право выезжать из Америки, но и нет, потому что есть немаленькая вероятность, что обратно их не пустят, когда они будут въезжать, да, именно из-за их неопределенного статуса. И если при даже Байдене не советовали людям выезжать, то сейчас ситуация ужесточается. То есть, по сути, это плюс 3 года без права выезда, да, без права встретиться с семьей и прочие вещи, по которым люди могут хотеть отсюда выехать. Еще один пример — украинцы и программа U4U. Программа, созданная специально для защиты людей в стране, в которых идет война. Война не закончилась, война продолжается. Что бы там Трамп ни говорил, он уже обещал за 24 часа ее закончить, сейчас обещает за 100 дней, по-моему, ее закончить, или за полгода. В общем, но война продолжается. На данный момент она не закончена, проходят обстрелы мирных украинских городов,
идут активные боевые действия, но программа отменена. Ну и как бы есть, конечно, варианты, да, то есть люди могут перейти на ТПС, это Temporary Protective Status, который программа тоже защищающая, но не только украинцев, а многие страны. Но по какой причине было отменено ЮФОЮ? И что это значит? Какой месседж несет это конкретное действие со стороны американской администрации? Много примеров. Еще пример, последний, наверное, который я хотела сегодня привести, это Питер Гелпи. У меня было интервью с ним на канале, посмотрите, пожалуйста, очень сильное интервью. Мы его записывали на английском, на англоязычном канале оно у меня есть в оригинале, а на русскоязычном канале оно в дубляже, дублированное искусственным интеллектом. Там у нас довольно забавные голоса, но вы можете зато послушать его на русском. Питер вместе со своей организацией In God's Hand делает огромную, невероятную работу. Они эвакуируют украинцев из городов и сел, куда подходят активные боевые действия. Они рискуют своими жизнями и эвакуируют этих людей. Более того, они не просто их эвакуируют, они находят для людей, у которых нет средств самим передвигаться по стране, они находят места, где для этих людей будет работа, и полностью за свой счет перевозят их туда. И сейчас Питер со своим In God's Hand стал сотрудничать еще с одной французской НКО, которая называется USAFE, в этих проектах. И, собственно, USAFE, как часть их финансирования, получала деньги от USAID, гуманитарной программы, опять же, которая, как я уже говорила, была полностью закрыта. Поэтому, если вам хочется как-то помочь, пожалуйста, задонайте Питеру Гелпи. Они делают очень важную работу. В общем, да, прямо на моих глазах сейчас уничтожаются государственные институты, уничтожаются, ну, точнее, пока еще не уничтожаются, просто очень сильно снижается финансирование на различные важные госпрограммы, такие как Medicare, Medicaid. Я хочу вам напомнить, в этой стране нет бесплатного обязательного медицинского обслуживания для граждан. Поддержка меньшинств, наоборот, идет риторика сейчас обратная. Климатические программы закрываются, защита лесов закрывается, защита национальных парков. Опять же, про леса, допустим, мы в Сиэтле знаем не понаслышке. У нас практически каждый сентябрь здесь лесные пожары. То есть неделю-две в году действительно сложно дышать на улице. В этом году нам повезло, но вот в прошлом, если долго нет дождя, то в сентябре начинаются лесные пожары. И у нас это длится там 1-2 недели в году. В Калифорнии вы, наверное, слышали про то, что творилось в Лос-Анджелесе в конце 2024 года. Да, я еще тут сходила, вместе с Юрой мы сходили на тренинг, называется Rapid Response тренинг, как раз по защите иммигрантов во время рейдов айсовских. И прям вайбы рашкинские, знаете, с одной стороны, да, если человек действительно здесь нелегально, более того, если он совершил какие-то преступления и так далее, там выдается ордер, подписанный судьей, этого человека задерживают. Ну и это нормальная процедура, которая происходила еще до этого, да. Но сейчас проходят, во-первых, массовые рейды, а во-вторых, офицеры эти пытаются прийти к людям в дома. Для контекста они не имеют права это делать, если у них нет ордера, подписанного судьей,
где написано имя конкретного человека, где написан его адрес. Но что делают офицеры ICE? Они делают себе другой ордер, который называется административный ордер, который подписывает, по сути, сам ICE. Этот ордер не дает им никаких дополнительных прав, да? Но таким образом они пытаются обмануть людей, что у них есть ордер. Людей, которые не знают, что настоящий ордер должен быть подписан судьей. И, например, если с ордером, который подписан судьей, они имеют право заходить в дом к человеку, то с этим административным ордером они не имеют права заходить в дом к человеку. Они имеют право ловить этих людей на улице, да, с административным ордером или без. Но когда они приходят с этим административным ордером к человеку домой и пытаются туда попасть, это нелегально. То есть это противоречит их собственным правилам. И вот нам, собственно, рассказывали о том, что с ними теперь действует vampire rule. Не открывайте дверь, разговаривайте с ними через дверь. Если вы открыли им дверь, они считают это, как будто вы пригласили их войти, а если вы пригласили их войти, то они могут делать все, что угодно. И вот, собственно, нам показывали видео, как это происходит. Вот, поэтому, да, если вы иммигрант в США, особенно если у вас нет грин-карты, я очень советую вам загуглить, называется Know Your Rights for Immigrants. У них есть тренинги, и у них есть довольно много информации на сайте о том, какие у вас есть права, как у иммигрантов, например, право хранить молчание, право на адвоката и прочее, и как себя вести, если вы попали, допустим, вот в такой рейд. Вот. А еще, что больше всего мне, наверное, взрывает мозг, это переговоры, которые Трамп проводит с Украиной и с Россией сейчас. И ощущение просто, что Трамп решил слить Украину. Вот. Я очень надеюсь, что это не так. Но новости очень тревожные. Я тут услышала, люди поговаривают, что, вероятно, у Путина в ФСБ лежит какая-то папочка на Трампа с компроматом. И понятно, что это все эти всякие теории, домыслы и прочее, но мне что-то в это очень неплохо верится, потому что Трамп у нас такой человек, который не стесняется обычно ничего плохого говорить про вообще кого угодно, любых международных лидеров. Но вот про Путина он как-то пока ничего плохого и не сказал. На этом все. Спасибо большое за внимание. Увидимся в следующих видео. Пока.